Глобальный конфликт или игра на нервах. Ситуация вокруг Тайваня продолжает накаляться, приближая мир к потенциальной катастрофе. Этот конфликт уже давно перестал быть локальной проблемой, он напрямую влияет на баланс сил в мире. Китай не скрывает своего намерения вернуть остров под свой контроль, а США делают все, чтобы этому воспрепятствовать. Тайвань становится ареной противостояния, в котором ставки слишком высоки. Почему Китай никогда не откажется от Тайваня? Для Китая Тайвань — это не просто территория, а вопрос политического престижа и национальной гордости. Пекин всегда рассматривал остров как неотъемлемую часть страны, и любые попытки Тайваня заявить о независимости воспринимаются как угроза. Более того, руководство КНР не может позволить себе уступить, так как это поставит под сомнение авторитет власти и создаст прецедент для других регионов, таких как Гонконг, Тибет и Синьцзян. Но есть и экономический аспект. Тайвань контролирует большую часть мирового производства полупроводников, ключевого элемента для всей современной электроники. Под контроль Китая попадут крупнейшие в мире заводы по производству микрочипов, что даст Пекину технологическое превосходство. Это станет стратегическим ударом по США и Европе, полностью изменив расстановку сил в мировой экономике. Китай готов использовать любые методы для достижения цели. Это может быть блокада, экономическое давление, кибератаки или даже силовой сценарий с молниеносным вторжением. Готов ли Тайвань к сопротивлению? Тайвань прекрасно осознает, что не сможет в одиночку сдержать китайскую армию, численное превосходство которой колоссально. Однако это не значит, что Тайбэй сдастся без боя. За последние годы на острове проведена масштабная модернизация армии, а ПВО Тайваня считается одной из самых мощных в Азии. Помимо этого, США продолжает поставки оружия, усиливая обороноспособность острова. Только за последний год Вашингтон одобрил продажу вооружений Тайваню на сумму в $14 миллиардов. Американские инструкторы уже работают на острове, помогая подготовить местные силы обороны. В случае нападения Китай столкнется с ожесточенным сопротивлением, а стратегическая местность Тайваня делает быструю оккупацию крайне сложной. Но главный вопрос остается открытым: как далеко готовы зайти США, если Китай действительно начнет полномасштабное вторжение. Вашингтон не может позволить Китаю установить контроль над Тайванем. Если это случится, США потеряют стратегическое влияние в Азии, что станет серьезным геополитическим поражением. В ответ Америка наращивает свое военное присутствие в регионе, проводит совместные учения с Японией, Южной Кореей и Австралией. Но Китай не сидит сложа руки. Ядерный арсенал КНР стремительно растет, более 500 боеголовок и сотни ракет готовы к бою. Флот Китая по количеству кораблей уже превзошел американский. Пекин разрабатывает гиперзвуковое оружие, которое может уничтожать цели за секунды. Если начнется война, США окажутся перед сложным выбором: вмешаться и рискнуть полномасштабным конфликтом или отступить и потерять лицо. Геополитическое противостояние: кто готовится к войне? Вашингтон понимает, что потеря Тайваня будет означать ослабление американского влияния в регионе. Если США позволят Китаю установить контроль над островом, это станет сигналом для всего мира о смене глобального лидерства. Поэтому Америка продолжает поддерживать Тайбэй, поставляя оружие и проводя совместные военные учения с союзниками в регионе Японией, Южной Кореей, Австралией. Но проблема в том, что Китай уже сейчас обладает серьезными военными возможностями. КНР активно наращивает ядерный потенциал. Ожидается, что к 2030 году количество ядерных боеголовок превысит 1000. Китайский флот уже больше американского по количеству кораблей, хотя пока уступает в технологическом оснащении. Гиперзвуковое оружие Китая представляет реальную угрозу для США и их союзников, позволяя наносить удары с высокой скоростью и точностью. Если война начнется, перед Вашингтоном встанет сложный выбор:
Вмешаться в конфликт и рискнуть глобальной эскалацией или отступить и потерять контроль над регионом. Какие сценарии могут привести к началу конфликта? Военно-морская блокада Тайваня. Если Китай решит перекрыть доступ к острову, Тайвань окажется в полной экономической изоляции, что может вынудить США к вмешательству. Военные учения, которые перерастут в реальную операцию. КНР уже отрабатывала сценарии вторжения, и в один момент это может стать не просто демонстрацией силы, а началом полномасштабных действий. Провокации в Южно-Китайском море. Любой случайный инцидент между китайскими и американскими военными кораблями может перерасти в открытый конфликт. Официальное объявление независимости Тайванем. В этом случае Китай сразу пойдет на крайние меры, считая это нарушением своих красных линий. Любое из этих событий может стать спусковым крючком для войны, которая затронет весь мир. Какие последствия ждут мир? Если Китай вторгнется на Тайвань, последствия будут катастрофическими. Это не просто локальный конфликт, это противостояние двух сверхдержав, которое изменит экономику, политику и безопасность в мире. Кризис в экономике. Мировое производство полупроводников остановится, что приведет к дефициту электроники и росту цен. Обвал фондовых рынков. Инвесторы начнут панические распродажи, что вызовет глобальный финансовый кризис. Рост цен на нефть и газ, перебои с морскими поставками приведут к энергетическому коллапсу. Риск ядерного конфликта. Если война затянется, угроза применения ядерного оружия станет реальной. Можно ли избежать войны? Несмотря на растущую напряженность, обе стороны пока избегают открытого столкновения. Китай продолжает наращивать военный потенциал, но не спешит начинать вторжение, поскольку понимает, что конфликт с США приведет к колоссальным потерям. США также осторожны, поскольку прямое столкновение с Китаем — это риск полномасштабной мировой войны. Пока идет дипломатическая игра, но Тайвань остается пороховой бочкой, которая может взорваться в любой момент. Вопрос лишь в том, кто первым сделает шаг. К дефициту электроники и росту цен. Обвал фондовых рынков. Инвесторы начнут панические распродажи, что вызовет глобальный финансовый кризис. Рост цен на нефть и газ, перебои с морскими поставками приведут к энергетическому коллапсу. Риск ядерного конфликта. Если война затянется, угроза применения ядерного оружия станет реальной. Можно ли избежать войны? Несмотря на растущую напряженность, обе стороны пока избегают открытого столкновения. Китай продолжает наращивать военный потенциал, но не спешит начинать вторжение, поскольку понимает, что конфликт с США приведет к колоссальным потерям. США также осторожны, поскольку прямое столкновение с Китаем — это риск полномасштабной мировой войны. Пока идет дипломатическая игра, но Тайвань остается пороховой бочкой, которая может взорваться в любой момент. Вопрос лишь в том, кто первым сделает шаг.